В моей семье трое мужчин и два растущих организма, поэтому я знаю толк в мясных блюдах. Хочу поделиться с вами, как я варю холодец. Очень мясной, с прозрачным ароматным бульоном. Очень сытный и вкусный. Мой холодец без желатина. В общем, хоть на праздничный стол, хоть на каждый день. Ну что, начнем? Сначала я беру морковку и лук для того, чтобы карамелизировать их на сухой раскаленной сковородке. Сковороду ставлю на плиту, нагреваю и выкладываю срезами вверх, потом еще раз переверну. Сюда же на сковородку выложу несколько листиков лаврового листа, чтобы они тоже поджарились и отдали больше аромата. Тем временем подготовила мясо, все помыла и приготовила для того, чтобы закладывать в кастрюлю. Посмотрите, я взяла разнообразное мясо, мы так любим больше, так получается намного вкуснее. Каждое мясо дает свой неповторимый вкус. Беру говядину именно с прожилками, которая дает желирующий эффект. Обязательно несколько свиных ножек и, конечно, нежное куриное мясо. Для бульона также еще готовлю специи кинзу, перец душистый и чеснок, но их мы будем класть позже, я скажу когда. Пока овощи жарятся, я закладываю все мясо в кастрюлю. Кастрюлю берите побольше, я взяла ту, которая у меня есть. Была бы больше, можно было взять чуть-чуть побольше. Сюда же сразу закладываю овощи, которые у меня немножко подкоптились на сковороде. Заливаю все это водой холодной и ставлю на плиту. Сразу хочу сказать, что вот этот холодец в таком составе я буду варить около 3 часов. Закрываем крышкой и ждем закипания. Следите, чтобы пена не закипела и не сварилась. После того, как мой бульон сварился и я убрала всю пену, я засыпаю предварительно приготовленные специи. Раньше их сыпать не следует, потому что вместе с пеной вы просто их соберете и они не отдадут нужного аромата. Продолжаем варить холодец. Прошло у меня почти 3 часа. Хорошо мясо разварилось, я попробовала, даже говядина распадается на волокна. Поэтому я достаю мясо из бульона. Из горячего бульона достаю, чтобы мясо немножко остыло на столе, но разбирать я его все равно буду горячим, потому что сейчас из мяса уже выделились желирующие вещества, и когда оно остынет, оно будет уже не таким, то есть его будет сложно разобрать на волокна. Посмотрите, как хорошо разварились ножки. Бульон абсолютно прозрачный, но мы еще сделаем с ним некоторые действия. Мясо для того, чтобы нам не сильно было горячо рукам, должно немножко остыть. Тем временем бульон я не трогаю, оставляю остывать вместе со всеми содержимыми специями на плите. Пусть все вкусы хорошенечко отдадут свои ароматы, и тогда бульон будет более насыщенным. Тем временем, буквально через минут 15 уже мясо подостыло таким образом, что я могу его спокойно разбирать руками. Из мяса я беру только то, что мне надо. Жилки, если какие-то, то есть жир весь убираю. Вы можете поступить таким же способом. Вот из ножек беру хрящики, мы их любим, когда они попадают в холодце. Если вы не любите хрящики, можно убрать, или вообще свиные ножки можно не чистить, а сразу убрать. Ничего в этом такого нет. В принципе, все свои функции они уже выполнили, и весь вкус, весь желатин, все уже отдали в бульон. Потом я еще все тщательно измельчаю ножом и перекладываю в отдельную форму.
Курицу и говядину я разбираю руками на волокна. Они очень хорошо сварились. С курицы убираю кожу, она мне здесь не нужна. Она также отдала все свои вкусы. Можете, если хотите еще меньше жирности в бульоне, кожу убрать сразу. Но я не рекомендую этого делать, потому что кожа дает дополнительный вкус. Мясо я хорошо разбираю на волокна, перекладываю все в одну емкость и потом я просто помешаю, когда буду заливать бульоном. Я обязательно все это покажу. Мясо разбирайте на такие мелкие кусочки, как вы любите. Мы любим, чтобы немножко крупно мясо чувствовалось, попадалось на зуб, чтобы это не был фарш, как будто бы его уже поели. Вот у нас как бы такие предпочтения. Также я чищу несколько зубчиков чеснока, которые пойдут у меня непосредственно в сам холодец. Чеснок нужно тщательно измельчить, я прямо его перетираю. Вы можете воспользоваться и чеснокодавкой, можете воспользоваться теркой тонкой для чеснока. Но я по привычке люблю делать все одним инструментом, чтобы меньше мыть, поэтому измельчаю чеснок при помощи ножа. Если вы не любите в таком большом объеме чеснок, можно его не брать. Просто сейчас осенний период, поэтому и для иммунитета, и для вкуса в нашей семье чеснок любят и уважают, поэтому я его добавляю. Чеснок, который мы добавляли в бульон, дает совершенно другой вкус, и мы его процедим, он не будет чувствоваться в нашем холодце. Через некоторое время, когда бульон совсем остывает, это значит, что все вкусы уже отданы, я его процеживаю через сито и ставлю его подогреваться, чтобы он был достаточно горячим. Дело в том, что пока мы все это делали, у нас мясо подостыло и склеилось, такое желирующее свойство. Видите, стало таким склеенным. Поэтому горячий бульон его сейчас расклеит. Я раскладываю на две формы. В принципе, если вы не любите такой сильно густой, сильно мясной холодец, вот этого объема мяса можно взять и на 3 формы. Сейчас я покажу, какой густой холодец у меня получается. Но мы любим именно в таком составе. Его можно заменить, им можно заменить колбасу, которую вы покупаете. Здесь сплошное натуральное мясо. Очень он из-за этого получается сытный. Поэтому с любым гарниром, с любым салатом ужин у вас готов. И сразу его получается много. Как я сказала, уже можете разделить его на несколько частей. Заливаю горячим бульоном, хорошо распределяю мясо. Сюда же чесночок, все перемешиваю, а сверху еще немножко свежемолотого черного перца. Если вы не любите так слишком сильно много ароматов, не кладите перец. Это все по желанию. Я рассказываю, как любим холодец мы и как мы его делаем. Естественно, после этого холодец нужно отправить в холодильник. Желательно его накрыть чем-то, чтобы он не впитывал и не отдавал никакие свои ароматы холодильнику и сам не впитывал ароматы, те, которые у вас есть. Отправляю в самую холодную полку. Как видите, из такого состава мяса холодец получается совершенно не жирный. Дело в том, что в свиных ножках абсолютно нет сала, в основном только жилки. Вот так я накрываю холодец и отправляю в холодильник. И вот он у нас уже готов. Конечно, к такому холодцу хорошо хрен, либо домашнюю горчицу, листики салата, ну и все, что у вас есть. Холодец получается очень вкусным, ароматным. Мама нас еще угостила домашним хреном, который сама сделала. Это было сплошное наслаждение. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было вам полезным, чтобы поддержать мой молодой начинающий канал. А я буду предлагать и показывать вам еще больше интересных, полезных и вкусных рецептов. Обязательно загляните в описание к видео, я оставлю там полезные ссылочки, которые вам наверняка понравятся. Желаю мира, добра, здоровья вашим домашним.
Приятного всем аппетита и до новых встреч!